На юге нашей планеты, в удаленной и таинственной части Южного океана, расположен остров Кэмпбелл. Этот уникальный и изолированный уголок Земли стал домом для множества необычных видов животных, среди которых пингвины, морские львы и невообразимое количество птиц. Однако среди этих привычных обитателей выделяется нечто действительно необычное — около 4000 овец, обитающих на этом острове. Эти овцы, несмотря на сходство с обычными земными представителями своего вида, обладают отличительными чертами, которые поражают воображение. Их густая шерсть, составленная примерно наполовину их веса, создает удивительный облик и заставляет задуматься о том, как такие животные могли оказаться на этом удаленном острове. Как они попали в эту изолированную среду и какую роль сыграли в истории Кэмпбелла. Разберемся в этом подробнее, погружаясь в глубокие и многослойные аспекты их удивительного существования. История острова Кэмпбелл насчитывает много лет, начиная с его открытия в 1810 году австралийским капитаном, который первым натолкнулся на этот удаленный и неизведанный остров в процессе своих мореплавательных приключений. На протяжении многих лет остров служил различным целям, и в 1896 году он был включен в систему аренды пастбищ, что положило начало новому этапу его истории. Первым арендатором стал человек, который, отправив на остров 400 овец, положил начало долгой и временами мрачной истории животноводства. Позже, с целью расширения своих возможностей, остров выкупил капитан Такер, увидевший в этом районе огромный потенциал для развития сельского хозяйства и животноводства. Такер не только продолжил увеличивать стадо, завезя на остров около 4000 овец, но и предоставил им разнообразное питание, включая уникальные мегатравы, которые поспособствовали их росту и адаптации. Однако вскоре популяция столкнулась с катастрофой, превращающей этот процветающий остров в место, где выживание стало настоящей борьбой. Благодаря поддержке капитана Такера, популяция овец на острове продолжала расти на протяжении нескольких десятилетий. Тем не менее, к 1931 году условия резко изменились из-за ряда негативных факторов, включая сложные климатические условия и нехватку ресурсов. Отара овец была полностью заброшена, и численность овец сократилась до нескольких сотен, чем и закончился регресс их популяции. Условия на острове стали крайне неблагоприятными, что поставило под угрозу не только выживание стада, но и существование самого острова как экосистемы. Овцы, оказавшиеся в сложной и в то же время удивительной ситуации, были вынуждены адаптироваться к условиям, большинство из которых не были созданы для их существа. С каждым годом ситуация становилась все более угрюмой и напряженной, и лишь сильнейшие из них смогли выжить в этом остром противостоянии. К сожалению, овцы, живущие на острове Кэмпбелл, не были должным образом подготовлены для выживания в дикой природе. Их хрупкое телосложение и отсутствие естественных инстинктов защиты делали их легкой добычей для потенциальных хищников, которые могли бы угрожать их жизни. Примечательный случай, о котором стоит упомянуть, связан с бараном по имени Бара, который, несмотря на все трудности и невзгоды, выжил благодаря редкой случайности, что служит наилучшим иллюстративным примером неволи и борьбы за жизнь. Эти животные не имели тех навыков, которыми обладали их сородичи. Их хрупкость и беззащитность заключались не только в их физической слабости, но и в беззащитности перед лицом стихийных угроз. На фоне этого факта каждая овца оказалась под угрозой исчезновения, что сделало их существование самой настоящей борьбой с окружением, где всему нужно было обращаться с максимальным вниманием и осторожностью. Суровые климатические условия острова, обдуваемого сильными и зачастую оглушительными ветрами,
затрудняли восстановление растительности и, как следствие, условия для жизни всех обитателей. Несмотря на наличие пингвинов, морских львов и других птиц, реальных хищников, которые могли бы угрожать овцам, не оказалось, что безусловно стало своеобразным утешением в этом замкнутом круге опасностей. Поморники, которые могли бы рассматриваться как потенциальные охотники, активно охотились за другими prey, но никогда не нападали на овец, возможно, из-за их необычной внешности или просто потому, что они были не столь легкой добычей. Это создало уникальные условия для жизни овец, но в то же время подчеркивало хрупкость их экосистемы. Изолированные и абсолютно уникальные, овцы вынуждены были сталкиваться с капризами природы, и их существование стало настоящим символом борьбы за выживание в самых сложных условиях. С 1913 года популяция овец Кэмпбелла достигла пика, и казалось, что они находились на пути к восстановлению своего числа. Однако с каждым годом начиналось устойчивое снижение численности, которое невозможно было остановить. В 1931 году овцы практически исчезли с острова, и только в 1958 году популяция начала вновь увеличиваться без вмешательства человека, о чем свидетельствовал процесс естественного отбора, который получил новый смысл благодаря условиям, созданным на этом изолированном острове. Это был удивительный процесс, представляющий собой естественный отбор, в результате которого выжили только самые выносливые и приспособленные к выживанию особи. Выживание стало настоящей проверкой, и то, что являлось препятствием, постепенно обернулось возможностью для эволюции и преобразования островитян. Вместе с уменьшением численности овец происходили и другие изменения, формировавшие уникальную экосистему и новые условия для жизни. На протяжении нескольких десятилетий овцы Кэмпбелла трансформировались в отдельную генетическую породу, меняя при этом свои физические характеристики и адаптируясь к суровым условиям, которые были их домом. Их физические особенности искривились. Появились длинные ноги, деформированная челюсть и множество других отличительных черт, формировавших отдельный стабильный вид. Постепенно их существование и форма перекрывались с помимо для поиска пищи и выживания в окружающей среде. Несмотря на ужасные ветры, которые делали их существование настоящим испытанием для упорства и воли этих животных. Овцы, несмотря на ужасные климатические условия, проявляли невероятную стойкость, продолжая пастись с 4 утра до 11 вечера, что подчеркивало их упорство и готовность бороться за жизнь под угрозами природы. Это создавало уникальные условия, в которых овцы смогли эволюционировать, продемонстрировав свою истинную силу и желание адаптироваться. К сожалению, в 1954 году остров Кэмпбелл был объявлен заповедником дикой природы, и это послужило фактическим началом конца для овечек на этом удаленном острове. В 1970 году был построен забор, который разделил территорию, и в результате отстрела были уничтожены все овцы, находившиеся на северной стороне острова. Это жестокое действие отразилось на популяции и здоровье оставшихся овец. В конце 1980-х годов увидели многие трагические последствия этого процесса. Полная ликвидация последней популяции овец стала реальностью, поскольку они начали причинять вред экосистеме острова, на котором они жили. Всевозможные усилия по сохранению популяции никогда не смогли изменить ситуации, поскольку их привычка была не только важным аспектом, но и значительной частью работы всех обитателей. Это было не просто потеря популяции, а потеря целой эволюционной линии, которую невозможно было возвратить. Фаза спасения овец началась в 1975-м.
1976 годах, когда ситуация достигла критической точки. Из 58 оставшихся овец было выбрано 10 самых здоровых, которые стали предметом интереса и значительной надежды Министерства сельского хозяйства, что является не менее значимым концом этого процесса. Однако этот процесс оказался не таким простым и гладким, как ожидалось. Овцы были привязаны к забору, и тут же на них начали атаковать поморники, которые, видимо, не могли потерпеть того, что произошло. Овцы временно стали жертвами не только экологического кризиса, но и угрозы со стороны агрессивных хищников, что серьезно осложняло их перемещение к судну, находившемуся в удалении всего в 2 километрах. Каждый шаг на их пути к спасению представлял собой настоящую гонку, полную опасностей и испытаний, которые они должны были преодолеть, чтобы сохранить свое существование. Овцы покинули свой родной остров перед Рождеством, что стало значительным событием и отметило конец их уникальной эволюции на этом удаленном острове. Однако судьба продолжала преследовать их после спасения. В 2017 году произошло ужасное событие. 5 редких овец были украдены и убиты, сократив оставшуюся популяцию до всего лишь 30 особей. Эта поразительная трагедия стала дополнительным ударом для группы и, как следствие, была глубоко шокирующей ситуацией для всех, кто когда-либо интересовался судьбой островных овец. Следствие показало, что погибшие овцы были беременны, и это, несомненно, усугубило ситуацию, поскольку с каждым потерянным животным формировалась еще более хрупкая экосистема, где баланс был едва ли пробужден, а уже совершенно нарушен. Убытки были огромными, и с каждым угасшим животным исчезало огромное количество генетических характеристик, которые могли бы привести к восстановлению этой уникальной породы. Владелец овец поделился мнением, что причиной убийств стало намерение потребления мяса. По сути, деловое решение, часто не учитывающее мизерный уровень ценности и производства из диких животных. Однако следует отметить, что мясо диких овец небезопасно для употребления, что ставит под сомнение разумность таких действий и поведение людей. Несмотря на все трагические обстоятельства, оставшиеся овцы продолжат размножаться, обеспечивая надежду на сохранение уникальной породы, которая продолжает интересовать и вдохновлять ученых. В то время как видно, что из-за человеческого вмешательства выживание общей популяции было под сомнением, каждая оставшаяся особь обретает значение, которое невозможно переоценить. Именно они представляют собой живую историю острова и всех тех испытаний, которые они пережили. Элементы эволюции не ограничиваются только овцами острова Кэмпбелл, но и предоставляют нам множество примеров, на которых можно основываться. Хорошим примером является остров Кенгуру, который отделился от материка более 10 тысяч лет назад, что и стало основой для формирования уникальных видов животных, включая кенгуру, которые удивительно оказались в данной географической изоляции. Эти животные, оказавшись в изоляции от своих материковых сородичей, эволюционировали совершенно по-другому, чем их материковые экземпляры. Иногда ситуация с популяцией оказывалась одновременно и трагической, и замечательной, поскольку каждая особь получала шанс изменить свою судьбу в соответствии с окружающей средой. Кенгуру, обитающие на острове Кенгуру, представляют собой уникальные существа, отличающиеся меньшим ростом и более коренастым телосложением, что является показателем суровых условий, в которых они живут. Их физические адаптации служат важным элементом для выживания в ограниченной экосистеме,
где уровень охоты высок, а вода порой бывает дефицитом. Эти животные потребляют траву и кустарники, приспосабливаясь к среде обитания и ресурсам, которыми они располагают, благодаря чему отошли к меньшему потреблению воды по сравнению с материковыми аналогами. В отличие от своих материковых братьев, кенгуру острова Кенгуру защищены от крупных хищников, что говорило о том, что они занимают важное место в экосистеме острова, которая изобилует богатой растительностью, что создает им необходимые условия для жизни и позволяет сохранить уникальную природную среду. Если бы овцы с острова Кэмпбелл остались на своем острове, они могли бы развиться в совершенно новый вид, принося в экосистему многообразие и изменения, которые только способствовали бы экологическому равновесию, созданному на этом удаленном клочке Земли. Это создало бы уникальную экосистему, в которой животные адаптировались бы к суровым условиям своего существования. Но, к сожалению, историю острова нельзя изменить, как бы ни хотелось. На этом заканчивается наш взгляд на удивительное путешествие этих овец, и, несмотря на потери и испытания, остается надежда на будущее их потомков, живущих где-то в другом, более защищенном мире. Вспоминая об этом, не забудьте помнить о важности любования природой и ее многообразием, а также о том, как легко любое вмешательство может изменить направление всей истории. Если вам понравилась статья, дайте знать.